сейчас российский повелитель оркестров Фуат Мансуров. У многих народов до сих пор существует поверье, что имя человека определяет его судьбу. Как назовут новорожденного, так ему и прожить. История знает немало случаев справедливости подобного утверждения, хотя достаточно и обратных примеров. Как к этому относиться, решайте сами, но судьба нашего героя скорее из разряда первых. Вообще все три моих имени, и имя, и отчество, и фамилия, все такого персидского происхождения. Фуат означает сердце, Шакир – это справедливый, а Мансур – это победитель. Ну, как-то так мне, в общем, думаю, везло в жизни. Нынешний год для Фуата Мансурова, дирижера Большого театра, академика Международной академии наук, профессора Московской консерватории, народного артиста России, Казахстана и Татарстана особенный. 75-летний юбилей, 55-летие творческой деятельности и 35 лет работы в Большом театре. За этими впечатляющими цифрами целая жизнь. Жизнь с музыкой, в музыке и для нее. Меня назвали не родители, соседка, которая значительно повлияла вообще на мою судьбу. Такая Татьяна Николаевна Расторгуева, жена очень интеллигентного человека, такого офицера в отставке, который обладал, в общем-то, энциклопедическими знаниями. Естественно, подруга у него была такой же образованной женщиной. И она обратила на меня внимание, когда мне было всего лишь 4 года. Она меня старалась образовывать, она меня повела в музыкальную школу, записала в класс виолончели, обучала французскому языку, обучала игре на рояле, приучала к чтению, ну и так далее. Это для меня было чрезвычайно важно, потому что я так, в общем, впоследствии выгодно отличался от других своих сверстников. Я просто благодарю судьбу и Бога, что мне было послано такое счастье общаться с этой женщиной. Фуат Мансуров – благодарный ученик. Он всегда с особым чувством вспоминает своих учителей. Виолончелиста Отто Узинга, профессора Лео Гинзбурга, Игоря Маркевича и особенно выдающегося оперного дирижера Исидора Зака, у которого Мансуров был единственным учеником. Всех, кому он обязан тем, что стал настоящим музыкантом. Самым большим моим педагогом в жизни являлся Исидор Аркадьевич Зак, один из самых выдающихся оперных дирижеров советского периода. Человек энциклопедических знаний, человек предельного профессионализма. Он знал оперу, что называется, как говорил Станиславский, от вешалки до колосников. Он был практически хозяином театра. Именно дирижер является главной фигурой в любом оперном театре. Вот таковым он был, и он меня научил очень-очень многому. Если я считаюсь хорошим оперным дирижером, то это заслуга Зака, безусловно. С Исидором Заком судьба свела Фуата Мансурова еще в Алма-Ате, городе, который Фуат Шакирович и сегодня считает родным. Здесь он родился. Здесь 4-летним мальчишкой впервые ступил на сцену в спектакле «Чио-Чио-сан». Здесь окончил университет, консерваторию, учился в художественном училище. Здесь работал дирижером в оркестрах, народном, симфоническом казахского радио, Государственного академического театра оперы и балета имени Абая. Прежде всего, я думаю о том, что Казахстан меня воспитал. Я вырос, учился в Казахстане, мой родной язык казахский, я учился в 12-й школе знаменитой, вот, закончил там университет и консерваторию. Все мои корни связаны с Казахстаном. Большой театр, где после Казахстана Фуат Шакирович начинал стажером, а спустя 2 года уже дирижировал оркестром, в жизни маэстро Мансурова тема особая. Сегодня о Большом он пишет книгу, и все, что касается этого театра, воспринимает близко к сердцу. Большой театр стоит, вообще-то говоря, особняком. Эти досужие разговоры относительно его там, разрушения, падения и так далее, они не имеют никаких оснований под собой. И я верю в то, что вот временные какие-то неудачи, которые связаны, может быть, с причинами, не зависящими от самого театра, они будут преодолены, и Большой театр вновь займет свое ведущее, лидирующее положение. 35 лет отдано Большому театру. На этой знаменитой сцене маэстро Мансуров поставил целый ряд интереснейших спектаклей.
Оперы «Трубадур» Верди, «Русалка» Драгомышского, «Испанский час» Равеля, балеты «Макбет», «Русская сказка» и другие. Кстати, 3/4 нынешнего состава оркестра Большого – воспитанники Мансурова. До-мажор – не самая удачно найденная тональность. Хотя в шутку я скажу, среди музыкантов бытует мнение, что до-мажор – это нагишом. То есть вот я выхожу утром на даче и выхожу в до-мажоре. Это всем понятно. Там одни белые клавиши и ни одной черной. Фуата Мансурова можно назвать гражданином мира. Он много работает за рубежом, знает 10 языков. Но к русской культуре и к русскому языку отношение самое трепетное. Я читаю, у меня томик писем Чехова, я его читаю с великим удовольствием, потому что это самый совершенный русский язык. Моя работа в Большом театре напрямую сопряжена с русским языком. Я иногда говорю моим артистам оперы, что вам должно быть стыдно и неловко, что я, потомок Чингисхана, обучаю вас русскому языку. Большие проекты у Мансурова и с Татарским государственным симфоническим оркестром. Казань уже давно для него второй дом. Здесь и поле для экспериментов, и рост мастерства. Фуат Шакирович мог бы быть кем угодно, я бы так сказал. Он такой эрудит и разносторонний, значит, талантливый человек от природы, видимо, от родителей, еще очень целеустремленный и трудолюбивый человек. Он же великолепный спортсмен, вы знаете, и закончил действительно одновременно физико-математический факультет. Дирижеры – особая каста с довольно сложными взаимоотношениями. Они редко говорят друг другу комплименты. А вот с Мансуровым это случалось и неоднократно. Найти общий язык с оркестром также не всегда просто, но Мансурову всегда удается и это. Совсем недавно, года 3 назад, я работал с оркестром Ленинградской филармонии, заслуженный коллектив республики. И обращаясь к струнным, говорю, что я прошу вас альты, первые и вторые скрипки, играйте это концом смычка. Скрипачка с 5-го пульта вторых скрипок, который не имеет права даже рта раскрывать, говорит, а у смычка 2 конца. Наступила, знаете, секундная пауза. Все ждали моего поражения. Потому что если я не найдусь, то я провалюсь, естественно. Я обратился к ней, я говорю, простите, я вам должен что-то ответить. Ну, это уже было неплохо. И потом я говорю, что если вас так остро занимает проблема конца, вам надо работать в другом учреждении. Это мои слова были покрыты гомерическим хохотом, и она уже больше никогда не выступала. Юбилеи – это время, когда принято подводить итоги. Но для Фуата Мансурова это скорее время для постановки новых задач. Он всегда в поиске. Нет предела совершенству. Это из его жизненных принципов. Будут новые спектакли, новые концерты, новые записи. И, конечно, среди них будет и Евгений Онегин. Почему? Об этом уже наша следующая история. С 17 века в европейской музыке начинают доминировать два лада – мажор и минор. При этом минор связан с печалью и жизненным созерцанием, а мажор традиционно отождествляется с радостью и возвышенным настроением. Свой 75-летний юбилей старейший дирижер Большого театра Фуат Мансуров отметил постановкой «Евгений Онегин». Это один из самых любимых спектаклей маэстро. Кстати, именно он в 1981 году дирижировал 2000-м Онегином со дня его первой постановки в Большом. Это была бессменная постановка Бориса Покровского, Петра Вильямса. В нынешнем году этот старый Онегин снова вернулся на сцену Большого. И певица Маквала Касрашвили, народная артистка, исполнявшая в том спектакле Татьяну, ныне управляет творческими коллективами оперной труппы и благословляет сегодняшнего Ленского, молодого лирического тенора Большого. После сцены дуэли я просто под впечатлением от его пения. И хочу сказать, что я горда, что у нас есть такой певец, такой лирический тенор, который редкость большая. И сегодня в Большом театре он есть. Это Андрей Дунаев. Андрей Дунаев поет в Большом театре сравнительно недавно. Дебютировал в партии Альфреда в «Травиате», затем в 2000 году принимал участие в восстановлении старого Онегина под руководством самого Покровского и стал лучшим Ленским.
очень часто сейчас пою Ленского и за границей, и здесь. От спектакля к спектаклю, от постановки к постановке он как-то прогрессирует у меня, я надеюсь. Конечно, потому что, во-первых, это Пушкин, это культура русская, это Чайковский, это всегда приятно петь. Андрей родился в Ставрополье в семье музыкантов. Прежде чем стать оперным певцом, прошел долгий путь от баяниста, певца-народника, через рок-ансамбли и бардовый репертуар. Пел в театре «Новая опера». Абсолютным признанием Андрея Дунаева в мире классической музыки стала уверенная победа и вторая премия на престижнейшем конкурсе вокалистов имени Чайковского в Москве летом 2002 года. Мне очень нравится петь именно спектакли, нежели, скажем, какие-то концерты. Там костюм, парик, грим уже все помогает. То есть ты уже другой, ты уже не Дунаев. Ну, совсем, скажем, почти не Дунаев, вот, а другой персонаж. Поэтому, ну, мне проще так. Редкий гость в Большом, Андрей Дунаев весьма востребован на Западе, где много поет Ленского, пробуя разные трактовки, включая самые радикальные. Среди ближайших планов в Большом театре «Рудольф в богеме», партия, которую Андрей обожает, и из нового «Беренди».